Всем привет! Я рада, что вы зашли на мой канал. И сегодня я предлагаю связать вот такие очаровательные снежинки крючком. Давайте рассмотрим их поближе. Я уже связала несколько штук. Посмотрите, какие они красивые. Такие плотненькие. Я решила связать такие, как сказать, густые, набитые снежинки, не очень ажурные, но смотрятся очень красиво, нарядно, будут украшать нашу елочку, интерьер. Можно применить также для декора домашнего текстиля, какую-нибудь диванную подушечку, прихватку. Ну, я думаю, каждая мастерица найдет, куда применить такую очаровательную снежинку. Вязать ее очень просто. Справится даже начинающий вязальщик. В этом видео мы с вами все подробно разберем ряд за рядом. Схема состоит из 7 рядов. Размер ее у меня получился 13 сантиметров. Я эти снежинки уже накрахмалила, использовала обычный картофельный крахмал. Они не очень у меня твердые, но хорошо держат форму. Я обычно блокирую с клеем ПВА, но сегодня мне было как-то лень. А если бы я сделала с клеем, они были бы как стеклянные, такие твердые. Так, если вам нравится эта снежинка, поставьте, пожалуйста, большой пальчик вверх. Мне будет очень приятно, это помогает продвижению канала. Ну, давайте приступим к работе. Итак, вязать сегодня я буду из пряжи семеновская пряжа Кабле, летняя линия. Это стопроцентный хлопок, он не мерсеризованный, матовый, белоснежный, в 100 граммах 430 метров. Крючок буду использовать 1,95 миллиметра. Он хорошо подходит к этой ниточке. Посмотрите, как захватывает. Так, и также нам может понадобиться нитка. Вот я приготовила серебристые ниточки для изготовления подвесов, чтобы снежинки можно было повесить на елочку. Но это я уже сделаю в конце работы, когда у нас будет много снежинок готово. Так, начинаем вязать нашу снежинку. Делаем начальную петлю. Набираем цепочку из 6 воздушных. 1, 2, 4. Набрали и соединяем в начальную воздушную петлю соединительным столбиком в колечко. Вяжем первый ряд. 1 воздушная петля, и в кольцо хвостик мы сразу будем обвязывать. Провязываем 12 столбиков без накида. Первый, не забываем хвостик прихватывать. Второй, третий. Давайте провяжем их самостоятельно. Провязали 12 столбиков и соединяем вершину начального столбика соединительной петлей. Первый ряд у нас готов. Хвостик можно отрезать, чтобы он не мешал нам в работе. Мы его обвязали, и никуда он у нас не денется. Вяжем второй ряд. 3 воздушные петли подъема. 1, 2, 3. Это начальный столбик с накидом. Накид. В следующий столбик вяжем столбик с накидом. И в следующий столбик также столбик с накидом. Далее 3 воздушные. 1, 2, 3. Арка, накид. И провязываем столбик с накидом в тот же столбик, куда мы провязывали последний столбик с накидом. Накид. В следующий столбик, столбик с накидом. И в следующий.
Провязали снова 3 столбика. 3 воздушные. 1, 2, 3. И снова вяжем 3 столбика. Первый в тот же столбик, куда провязывали последний столбик с накидом. Теперь в следующий. И третий столбик вяжем в следующий столбик без накида. 3 воздушные. Так вяжем по рисунку. У нас получится 6 групп из 3 столбиков с накидом и 6 арок из 3 воздушных. Подходим к концу ряда и провязываем третий столбик на последней группе в тот же столбик, куда мы делали соединение в предыдущем ряду. И 3 воздушные. 1, 2, 3. Теперь в третью воздушную петлю подъема в вершину начального столбика делаем соединительную петлю. Вот. Второй ряд у нас готов. Вяжем третий ряд. Воздушная петля подъема, и в этот же столбик, куда мы делали соединение, провязываем столбик без накида. Выполнили начальный столбик без накида. Далее 2 воздушные, арка 1, 2. Пропускаем второй столбик и в третий вяжем столбик без накида. В следующую арку из 3 воздушных провязываем 3 столбика без накида. И в первый столбик также столбик без накида. 2 воздушные. Пропускаем средний столбик, в третий вяжем столбик без накида. Теперь в арку 3 столбика. Все вяжем самостоятельно. Подходим к концу ряда. Обвязали последнюю арку. Сделали 3 столбика без накида в нее. И делаем соединительную петлю в вершину начального столбика без накида. Третий ряд у нас готов. У нас получилось 6 арок из 2 воздушных петель и 30 столбиков без накида. Вяжем 4-й ряд, делаем соединительную петлю в следующую арку из 2 воздушных. Сделали вот такой переход в арочку. И далее вяжем 4 воздушные. 1, 2. Так, ниточка рассоилась. 3, 4. Это начальный столбик с 2 накидами. И еще 1 воздушная петля. Это арка. Делаем 2 накида. И в эту же арку из 2 воздушных провязываем столбик с 2 накидами. Одна воздушная. 2 накида. Сюда же провязываем третий столбик с 2 накидами. 1 воздушная, 4-й столбик с 2 накидами сюда же в эту арку, 1 воздушная и 5-й столбик с 2 накидами. У нас получается веер из 5 столбиков с 2 накидами, между ними арки из 1 воздушной петли. Далее делаем пико из 3 воздушных. Набираем 3 воздушные. 1, 2, 3. И в третью петлю от крючка 1, 2, 3. Делаем соединительный столбик. Так, его расправляем, чтобы он у нас был аккуратненький. И еще 1 воздушная петля для симметрии. И снова делаем 2 накида, пропускаем 5 столбиков и в следующую арку из 2 воздушных петель провязываем такой же веер из 5 столбиков с 2 накидами. Первый столбик, воздушная петля, второй столбик с 2 накидами сюда же в эту арку, воздушная петля, третий, воздушная, 4-й, воздушная петля и 5-й столбик с 2 накидами в эту же арку. Веер готов из 5 столбиков. И снова делаем пико. 3 воздушные. 1, 2, 3. И в третью петлю соединяем. Так, подтягиваем.
И еще одну воздушную петлю не забываем провязывать. Все, продолжаем вязать самостоятельно. Вяжем снова веер в следующую арку из 2 воздушных. Встречаемся в конце ряда. Итак, провязали последнее пико, 1 воздушная петля после него, и делаем соединительную петлю в 4-ю воздушную петлю подъема, вершину начального столбика с 2 накидами. Не забываем оставлять арку из 1 воздушной петли вот между 1-м и 2-м столбиком. Так, 4-й ряд у нас готов. Вяжем 5-й ряд. 3 воздушные петли подъема, 1, 2, 3. Это начальный столбик с 1 накидом. Накид в арочку из 1 воздушной петли провязываем столбик с накидом. Накид в следующий столбик, столбик с накидом, и в следующую арку столбик с накидом. Провязали 4 столбика с 1 накидом. Далее 2 воздушные петли, арка, 1, 2, накид, пропускаем средний столбик на группе из 5 и в следующую арку провязываем столбик с накидом, в следующий столбик, столбик с накидом, так, в следующую арку и в следующий столбик. Также 4 столбика с накидом. Над пико у нас идет арка из 5 воздушных. Делаем 5 воздушных. 1, 2, 3, 4, 5. Накид. Перепрыгиваем через пико. Переходим к группе из 5 столбиков. И также вяжем столбик с накидом в 1-й столбик. Накид в арку. В столбик. В арку, 2 воздушные, накид, пропускаем средний столбик, в арку вяжем столбик с накидом, в столбик, в следующую арку провязываем 3-й столбик и 4-й вяжем в следующий столбик, в последний на веерочке. И снова 5 воздушных, арка, 1, 2, 3, 4, 5. Все, вяжем самостоятельно. Подходим к концу ряда, провязали последнюю арку из 5 воздушных и делаем соединительную петлю в 3-ю воздушную петлю подъема, вершину начального столбика с накидом. 5-й ряд у нас готов. Вяжем 6-й ряд. 1 воздушная петля подъема, и в этот же столбик, куда мы делали соединение, провязываем начальный столбик без накида. И в следующие 3 столбика вяжем по столбику без накида. Провязали 4 столбика без накида. Далее у нас идет арка из 9 воздушных. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Пропускаем арку и в следующие 4 столбика провязываем по столбику без накида. 3, 4. Переходим к арке из 5 воздушных и вяжем в нее ближе к правому уголочку 3 столбика без накида, 2 воздушные петли, арка, и еще 3 столбика без накида сюда же, в эту арку. И снова в следующие 4 столбика по столбику без накида. Далее идет арка из 9 воздушных. Пропустили арочку, в следующие 4 столбика провязываем по столбику
без накида. И далее также обвязываем арку из 5 воздушных. Сначала вяжем 3 столбика без накида, 2 воздушные петли арка и еще 3 столбика сюда же в эту арку. Мы с вами провязали 2 раппорта. Далее вяжем самостоятельно. Итак, подошли к концу ряда, обвязали последнюю арку. И теперь делаем соединительную петлю в вершину начального столбика без накида. 6-й ряд у нас готов. Вяжем последний 7-й ряд. Накид, пропускаем 3 столбика и в следующую арку из 9 воздушных провязываем 7 столбиков с одним накидом. Ближе к правому уголочку сдвигаем, чтобы все столбики у нас поместились. 2-й. Ровненько их укладываем. 4, 5, 6, 7. Провязали 7 столбиков, подошли к вершине арки, и здесь мы делаем пико из 3 воздушных. 1, 2, 3, и я соединяю вершину последнего столбика с накидом, и еще 7 столбиков с накидом сюда же в эту арку. Ниточка такая матовая, приятная. Мне кажется, вот именно снежинки из нее выглядят более уютными, нежели если бы мы вязали из мерсеризованного хлопка. Так, провязали 7 столбиков, пропускаем 1, 2, 3 и в следующий соединительная петля. Далее 2 воздушные арка, накид, пропускаем 3 столбика и в следующую арочку из 2 воздушных провязываем 1 столбик с одним накидом. Делаем пико. Я буду делать из 2 воздушных. У меня ниточки плотные, вы можете из 3 воздушных, смотря какой толщины у вас пряжа. И соединяю вершину последнего вот так под 2 ниточки столбика с накидом, с соединительной петлей. 1 пико готово, накид, и сюда же в эту арку вяжем 2 столбик с накидом. Снова делаем пико из 2 воздушных, соединяем вот вершину последнего столбика. Так, ниточка вот рассваивается иногда, но все равно вязать из них очень приятно. Пико готово, накид, вяжем 3 столбик сюда же в эту арку и еще одно последнее пико. Так, 4 столбик с накидом сюда же в эту арку. Вот такая корона из 3 пико и 2 воздушные. 1, 2, пропускаем 3 столбика, 1, 2, 3 и в 4 соединяем. Раппорт мы с вами провязали. Далее в арку из 9 воздушных также вяжем 7 столбиков, пико из 3 воздушных, 7 столбиков, соединяем. 3 столбика мы здесь пропустили. И вяжем такую же корону. Перед короной после нее арочки из 2 воздушных. Все, вяжем самостоятельно и встречаемся в конце ряда. Итак, подходим к концу ряда. Провязала последнюю арочку из 2 воздушных петель. И теперь соединяем вот здесь в основании первого столбика с накидом, с соединительной петлей. Все, делаем закрепку. Нам осталось спрятать хвостик нити. Сейчас возьму крючок потоньше и спрячу.
ставим наши снежинки на блокировку. Я блокировала при помощи крахмала. В этот раз я не использовала клей ПВА, но будьте внимательны, чтобы ваши булавочки, которыми вы будете делать блокировку, не ржавели, чтобы не было неприятностей и не оставалось следов ржавчины на снежинках. Но не обязательно использовать булавочки, можно просто накрахмалить и разложить, придать красивую форму снежинки. Она не фалдит, посмотрите, как ровненько все лежит. Не обязательно даже ее вот так растягивать на пенопласте, как мы обычно делаем блокировку, а просто накрахмалить, и также будет очень красиво. Ну и когда наши снежинки будут готовы, мы сделаем подвесочки из серебристой или из чего вы хотите сделать золотистой нитки, чтобы их можно было подвешивать куда-то на стену, в гирлянду или на елочку. Вот такие красивые снежинки у нас с вами получились. Как видите, вязать их очень просто, ничего сложного здесь нет. Если вам понравился этот мастер-класс, поставьте, пожалуйста, большой пальчик вверх. Это помогает продвижению канала. Спасибо, что смотрите мои видео, вяжете вместе со мной. Всего вам самого доброго. Бежите с удовольствием, всем ровных петелек и до новых встреч.